что закончила собирать свой чемодан. Мне осталось полчаса до того момента, когда за мной заедет Uber. Сегодня я лечу в Саудовскую Аравию. Про страну пока что рассказывать ничего не буду, потому что все это только предстоит открывать в ближайшие несколько дней. Вот такие дела. Буду вам показывать, что будет происходить в течение этих нескольких дней. У меня такие смешанные очень чувства, одновременно и такое легкое возбуждение, безумный интерес увидеть эту страну, которую увидели еще совсем мало туристов, и немножко, конечно, переживаний. Буду вам показывать и рассказывать. Я уже в аэропорту встретилась с ребятами, с которыми мы будем проводить эту всю неделю в Саудовской Аравии. Мы уже прошли весь контроль, все прошло вообще супер быстро. Они просто проверили визу, проверили вот эти все ковид-формы. Сейчас сидим, ждем посадку. Мне по-прежнему немножко волнительно, но как-то меньше, чем было, например, сегодня утром или вчера вечером. Всем привет, меня зовут Аня и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я прилетела в Саудовскую Аравию чартерным рейсом из Парижа в Аль-Улу. Аль-Ула — это первый в Саудовской Аравии объект мирового достояния ЮНЕСКО. Чартерный рейс связывает Европу или Париж с Аль-Улой еженедельно и будет это делать до конца марта, как раз когда здесь в пустыне проходит сезон. А сейчас как раз здесь проходит много фестивалей, каких-то мероприятий, каких-то активностей, то есть это действительно интересное и правильное время, чтобы посетить Аль-Улу. Хотела бы немножко сказать про наш перелет. Он длился 4,5 часа. На борту за нами ухаживали, были вегетарианские блюда, о чем я немножко переживала, что, может быть, их не будет. Прилетев в аэропорт Аль-Улы, у нас тоже все прошло гладко, потому что перед поездкой все документы можно было сделать онлайн, в том числе и онлайн-визу, которая делается буквально за несколько минут, открыта для туристов из большинства стран, поэтому паспортный контроль проходит очень быстро. Саудовская Аравия открыла свои границы буквально недавно, в сентябре 2019 года. С тех пор для туристов со всего мира открыты абсолютно невероятные, практически нетронутые места, такие как Аль-Ула. Наш первый день мы проводим в Хегра. Хегра — это второй по величине город античного Набатийского царства. Первый по величине, возможно, известный вам Петра в Иордании, который находится буквально в несколько сотнях километрах отсюда. Чем интересна Хегра? Это был город на пересечении торговых путей, то есть здесь действительно происходило очень много каких-то обменов, поэтому мы в Хегре видим очень много влияния греческой или римской цивилизации в их архитектуре. Чем интересна Хегра сейчас? На ее территории было открыто более 110 гробниц периода набатийской цивилизации, набатийского царства. И сейчас, например, мы с вами смотрим на самую большую гробницу, которая достигает высоту более 20 метров. Она называется Lonely Castle, или как Одинокий дворец, потому что она стоит немного поодаль от всех остальных гробниц. Она была построена сверху вниз и по неизвестным причинам так и не была достроена. Здесь еще, как я уже говорила, больше 110 других гробниц, которые рассыпаны по большой территории, между которой вы ездите либо на джипе, либо на автобусе. Помимо самих гробниц вы также наблюдаете вот эти вот невероятные марсианские пейзажи красноватых гор из песчаника, которые за миллионы лет под воздействием ветра, дождя и прочих стихий приобрели вот эти вот замысловатые формы, невероятные какие-то рисунки на этих камнях. Просто чувствуешь себя как на Марсе. Я обязательно вам буду показывать еще в течение нескольких дней другие сформированные природой и стихиями пейзажи Аль-Улы и вот этих вот пустынных территорий вокруг. После Хегры мы поехали на ланч в отель Хабитас. Он находится прям в центре Красных гор, то есть ты прям чувствуешь всю вот эту атмосферу, и он очень как-то гармонично сочетается со всем окружающим его пейзажем.
Следующий день мы встретили очень рано. Поехали встречать рассвет на Ark Mountain, гора в форме арки, которая находится в пустыне. Было очень холодно с утра, я просто закутывалась во все свои шарфы. Кто бы мог подумать, что в таком виде я сейчас нахожусь в одном из самых сухих и горячих мест нашей планеты, но на самом деле действительно очень холодно. Сейчас февраль, и пустыня за ночь очень сильно остывает. Но в итоге это абсолютно невероятное зрелище, видеть, как солнце встает через вот эту арку, и просто видеть, как пустыня потихоньку оживает, наполняется светом. Дальше мы поехали в одно из больше всего понравившихся мне мест, которое называется Desert X. Это коллекция 15 произведений искусства, 15 художников с разных стран мира, в том числе большое количество женщин, в том числе саудовских и эмиратских художниц, что тоже было очень здорово увидеть. И идея выставки крутится вокруг миражей и оазисов в пустыне. Все артисты, представленные здесь, они как-то работали со своим видением оазисов и миражей в каком-то более или менее современном ключе. Произведение называется In Blur. Это ансамбль из нескольких зеркал, расположенных опять же в этих ландшафтах. Это произведение тоже интерактивное, американского художника Джим Донован. Он специализируется на рисунках на песке, а это его первое произведение в 3D дименшене. Точно так же, как океан смывает рисунок на песке, произведения расположены на обдуваемой ветрами площадке, и со временем ветер, солнце, они разрушат вот эту красоту. Это называется Geography of Hope. Не очень хорошо объяснили, но я так понимаю, что это своего рода озеро в пустыне. На меня это производит очень большое впечатление, когда какие-то очень современные вещи очень гармонично сочетаются с окружающей природой. У нас сегодня получается такой день, в котором смешалось историческое наследие и современное искусство. Сейчас мы приехали к Марайя Холл. Марайя с арабского переводится как «зеркало» либо «отражение». Фасад здания покрывает почти 10 тысяч зеркальных панелей для того, чтобы это здание, как мираж в пустыне, сливалось со своим прекрасным окружением. На самом деле интересно, что в Саудовской Аравии до недавнего времени музыка и кино были запрещены, но сейчас во время зимнего фестиваля проходят концерты. Не каждый день, но периодически там есть программа. Ну и само по себе здание — это арт-объект. И ввиду того, что его покрывает 10 тысяч зеркальных панелей, это сделало Марайя Холл самым большим зеркальным зданием в мире, и он попал с этим в Книгу рекордов Гиннесса. День мы закончили еще парой хайкингов. Мы хотели посмотреть гору с отверстием в форме как боулинговой кегли или в форме бутылки. Безумно красивое зрелище, как и на само вот это отверстие издалека, так и вид оттуда на Elephant Rock, гору в форме слоника, на который мы сначала смотрели с высоты издалека и потом спустились к нему и смотрели уже закат, как он окрашивал вот эту гору. И потом вечером вернулись в отель. Кстати, хотела вам сказать несколько слов про отель, в котором мы живем. Он называется Shadon Resort и находится прямо вот в центре вот этих, опять же, космических пейзажей. А вот это, кстати, это кинотеатр под открытым небом. Их тут 2 на территории. В начале этой поездки я очень сильно переживала, во-первых, потому что это новое направление, которое буквально только недавно открылось для туристов, известно своим как бы традиционным обществом, с традиционными ценностями. И я очень сильно переживала конкретно из-за одежды. Я очень боялась, что в моем гардеробе просто нет таких вещей, которые одинаково подойдут к жаркому солнечному климату и к традиционным ценностям саудовского общества. И мои опасения, в принципе, не оправдались. Естественно, я уважаю дресс-код, я не одеваю никакие короткие вещи, я стараюсь все носить с длинным рукавом, длинные брюки или длинные юбки. Мне не обязательно абсолютно одевать абаю или какую-то традиционную одежду. Главная цель нашей поездки — это посмотреть именно туристические какие-то достопримечательности, посмотреть, чем интересна Саудовская Аравия для иностранных туристов. То есть, к сожалению, я не смогу сказать про какие-то более детальные аспекты этой страны, но если у вас возникли какие-то вопросы по тому, как происходит путешествие сюда, я буду рада ответить на ваши вопросы в комментариях.
Следующая остановка — старый город Алюлы. Город, который был построен на месте оазиса. Он функционировал практически до конца 20 века, и потом в какой-то момент город начал развиваться, и большую часть населения переселили уже в обычные современные дома. Этот город остался заброшенным. Естественно, в таких суровых условиях пустыни он потихоньку разрушается. Я думаю, что не очень долго осталось. Ну а современная Алюла выглядит вот так. На улицах очень мало народу, потому что сейчас самая жаркая часть дня. Город на самом деле поделен на действительно старый город. Был населен еще в X или в XII веке. И на старый город, который реконструирован, который сделан в стиле и в цветах действительно того старого города, но в котором очень много современных элементов. Старый город насчитывал около 900 зданий, жилых домов, несколько магазинов и, по-моему, несколько мечетей. Буквально недавно последние жильцы оттуда переехали. И, насколько я помню, последняя именно служба в мечети прошла прямо в конце 80-х годов. Сейчас это считается археологическим объектом, где до сих пор проводятся археологические исследования и работы. Спускаться именно к самим этим зданиям, старым зданиям, нельзя, так как они сделаны из глины, из пальмовых ветвей, из достаточно хрупких материалов под воздействием жары, ветров в пустыне. Они однозначно не простоят очень долго, поэтому, чтобы лимитировать ущерб, туда не пускают туристов. Вот и настало время прощаться с Алюлой. Несколько дней назад, когда мы только прилетали сюда, мы прилетали уже поздно вечером, поэтому тут прям была такая темнота, ночь, и как-то не получилось разглядеть аэропорт, но это совсем недавно отреставрированный новый аэропорт. Я раньше думала, что это дерево, а на самом деле это прическа, и посмотрите, там куча птичек. Мне очень нравится, как здесь, в Саудовской Аравии, здания и архитектура красиво инкрустируются в общий пейзаж этих местностей. Доброе утро из второго по величине города Саудовской Аравии и его экономического центра, города Джедда. Сегодня пятница, наш последний день в КСА. Уже завтра саудовские авиалинии повезут нас обратно в Париж, Шарль-де-Голь, но до этого у нас еще впереди день полный визитов и просмотров достопримечательностей. Но перед тем, как мы начнем этот новый и последний день в Саудовской Аравии, я хотела бы немножко рассказать вам больше про вчерашний день, потому что мы видели кучу всего интересного. Итак, вчерашний день начался, естественно, в отеле завтрака, и после мы поехали на запланированную экскурсию в старый город, который называется Аль-Балад. Аль-Балад — это исторический центр, старый город Джедды, который был построен в 7 веке, и так как город находится на берегу Красного моря и является одним из важнейших экономических узлов и портов, который соединяет мир с остальной частью Аравийского полуострова, это был город, который нужно было защищать, поэтому вокруг него построили очень массивную стену, которая была разрушена в 1940 году. И сейчас от нее остались только массивные ворота, это как вход в этот город, как напоминание о этом большом значении старого города Джедда. Сегодня Джедда является частью всемирного наследия ЮНЕСКО, то есть это еще один объект Саудовской Аравии, который интересен для посещения, помимо Алюлы, которую мы с вами видели в предыдущие дни. Вообще, название Джедда, пишется Джеддах, является одним из форм произношения арабского слова Джедда, которое переводится как бабушка. И легенда гласит, именно здесь, в Джедда, находится могила Евы, которая является нашей общей прапрабабушкой. Неизвестно, это легенда или не легенда, но, как нам вчера сказала наша гид, нигде, ни в каких других источниках, ни один другой город не претендует на то, что здесь ступала нога или была похоронена Ева, поэтому будем считать, что это правда. Старый город Джедда прежде всего интересен, конечно же, своей архитектурой. Она, с одной стороны, достаточно разнообразна, а с другой стороны, довольно унифицирована и как гомогенна, не знаю, если можно такое слово назвать, наличием вот этих вот резных деревянных балкончиков практически на каждом здании. Изначально вся Джедда была сосредоточена в рамках старого города, но во время нефтяного бума в 80-х и 90-х годах город начал
разрастаться на север, и богатые саудовские семьи начали выезжать из старого города, потому что старый город — это все-таки довольно узкие улицы, там не было достаточно мест для паркинга, и потихоньку старый город был заброшен, и сегодня в нем в основном проживают приезжие иммигранты из Йемена, из Пакистана. Старый город, он по-прежнему населен, но населен не коренными локальными семьями. На первый взгляд город кажется безумно красивым, милым, но на самом деле, если присмотреться, то некоторые дома, они немного разрушенные, но Министерство культуры Саудовской Аравии запустило проект по реставрации этих домов, то есть это делается бесплатно, хоть и дома частные, это делается не из кармана частных хозяев, а из кармана Министерства культуры, потому что, опять же, повторюсь, это важный исторический объект, и Саудовская Аравия, и в частности город Джедда хотели бы сохранить старый город именно в том виде, в котором он был. Поэтому сейчас по всему городу идет множество работ по реставрации. Еще в городе огромное количество бездомных котиков. Это просто невероятно. Когда ты заходишь, они повсюду, и маленькие, и большие, но они бедные, очень худые. Как нам сказал наш гид, сейчас они как раз-таки занимаются тем, чтобы на регулярной основе сотрудничать с какой-то из активистских организаций, которая будет ухаживать за этими кошками и котами. Thank you. Также в старом городе находится самая старая в Джедде мечеть Аль-Шафи, которая была построена в 1381 году. Естественно, она была несколько раз реставрирована, по-моему, 4 раза была реставрирована, но, тем не менее, некоторые из ее оригинальных элементов 14 века по-прежнему сохранились. Мы там были как раз-таки во время полуденной молитвы, то есть слышали, как зовут на молитву. Наша гид мне повязала платочек, чтобы я смогла зайти в мечеть, потому что тут нужно для этого обязательно покрывать голову. Было очень жарко, это был полдень, поэтому мы совсем немного времени там провели. Но всегда это безумно интересно быть участником вот какой-то такой культурной, исторической, хоть и ежедневной церемонии. Дальше, после официальной части экскурсии, мы еще немного прогулялись по городу, мы поболтали с нашим гидом. Прекрасная женщина, кстати, она была первым гидом женщиной в Саудовской Аравии, то есть она была как раз-таки одной из тех, кому приходилось отстаивать свое право на работу. Она начала работать гидом в 2011 году, и сегодня, помимо того, что она является гидом и водит экскурсии по старому городу, кстати, она говорила с нами на французском языке, она еще и является как преподавателем и ментором для будущих поколений гидов. После посещения старого города наш водитель Реда отвез нас в очень прикольный саудовский ресторан, где мы в арабских традициях заказали много всего на стол и просто делили каждое блюдо между нами 4. Очень было вкусно. Хоть и центральными элементами саудовской кухни является рис и курица в различных интерпретациях, в различных десертах и, естественно, мясо. Тем не менее, практически в каждом месте я могу находить себе вегетарианские очень вкусные опции. Вот, например, то, что я ела вчера. Я набрала себе вегетарианского. Это суп из чечевицы, это чем-то фаршированные овощи и это свежий саудовский салат. И дальше мы еще немного поездили по городу, и уже на самом деле подходило время, и мы обязательно хотели увидеть закат. Мы не увидели именно, как солнце заходит в воду, но мы видели это из окна машины. В общем, мы очень-очень торопились, но в итоге так и не успели поймать наш первый закат в Джедда. Увидели только розовое красивое небо, но все равно это очень здорово посмотреть, как местные собираются тут, смотрят. Это так мило, прикольно, целыми семьями. Температура, конечно, очень тоже теплая. По сравнению с Алюлой, в Алюле, когда солнце заходило, резко становилось очень холодно, температура опускалась градусов на 10, а здесь прямо сейчас очень приятно и хорошо. Мы уже искупались, покушали, запускали дрон. И хотела вам просто рассказать немножко про эту поездку. Мы поехали из порта в Джедда. Для того, чтобы выехать, нам нужен был номер наш визы, потому что на выезде из порта security проверяют, видимо, какие-то документы. Примерно 40 минут мы плыли и приплываем в такой, как оазис на воде. Это такой вид пляжного отдыха в Саудовской Аравии. Так как страна все равно традиционная, то есть здесь не принято раздеваться или там как-то в купальниках быть на публике. Они семьями, наверное, или какими-то близкими людьми отплывают от берега и
тусуются вот так вот на воде с музыкой, с едой, в общем, как такой пикник, только на воде. И тут, конечно, очень красиво, вода просто невероятного цвета. Доброе утро! Сегодня суббота, и мы сейчас в аэропорту Джедды, откуда полетим буквально через 2,5 часа домой. Нас Джедда провожает достаточно серой такой погодой. Вот идут мои коллеги. Успех! Сижу на гейте, чтобы сесть в самолет, который повезет нас в Париж. Покажу вам, что я везу с собой в подарок. Несколько пачек фиги, dates. Интересный факт, что в Саудовской Аравии более 260 сортов различных фиг. Практически такая же история, как сорта сыров во Франции. Только во Франции, по-моему, больше 380 сортов сыров. В Саудовской Аравии 260 сортов фиг. Это было как раз-таки одно из таких путешествий, когда я ехала с одними установками в голове, а в итоге все получилось совершенно по-другому. Страна абсолютно по-другому для меня открылась, не так, как я этого ожидала. Attention, please. Final purpose on flight number 127 waiting to Paris. У меня final call. Я побежала. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Большое спасибо саудовским авиалиниям за то, что они сделали это путешествие возможным. Оставляйте мне комментарии, если у вас остались какие-то вопросы по поводу путешествия в Саудовскую Аравию. Я буду рада очень ответить на них. Подписывайтесь на канал. Увидимся на следующей неделе. И пока-пока.